Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим еще одно меню на целый день. Это будет завтрак, обед и ужин. На завтрак приготовим манную кашу без комочков и творожную запеканку из 3 ингредиентов. На обед приготовим 2 блюда – суп-пюре из тыквы и жареные пирожки с 3 видами начинки. А на ужин приготовим салат из запеченных сладких перцев и ленивые беляши. Все блюда вкусные и готовятся из самых доступных продуктов. Сперва на завтрак приготовим очень вкусную манную кашу без комочков. Готовится такая каша легко и очень быстро, а результат всегда радует. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сразу отливаем 1 стакан молока, он должен остаться холодным. Остальное молоко выливаем в кастрюлю и ставим на огонь. Как только молоко закипело, убавляем огонь до минимума. А теперь раскрою вам секрет, как сделать так, чтобы в манной каше никогда не было комочков. Манную крупу заливаем оставшимся стаканом холодного молока. Сразу же перемешиваем ложкой до однородности. И выливаем в уже закипевшее молоко. Все перемешиваем ложкой, пока каша опять не закипит. После закипания кашу варим примерно 4-5 минут. В конце варки добавляем щепотку соли и 2 столовые ложки сахара и снимаем кашу с огня. Вкусная манная каша готова. Подаем ее на стол в горячем виде, положив в тарелку небольшой кусочек сливочного масла. Обязательно попробуйте сварить таким образом манную кашу. Это намного проще и быстрее, чем сыпать сухую манку в кипящее молоко. И главное, что каша всегда получается без комочков. Второй приготовим творожную запеканку всего лишь из 3 ингредиентов. Несмотря на столь простой рецепт, запеканка получается очень вкусная, сочная и нежная. В миску разбиваем 5 яиц. Сюда же добавляем 1 банку сгущенного молока. Все перемешиваем венчиком. В эту массу добавляем 1 кг творога. Все перемешиваем. Для того, чтобы запеканка была более однородная, всю массу пюрируем погружным блендером. Если его нет, то творог можно перетереть через сито. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Это делается для того, чтобы запеканку можно было легко вытащить из формы. Диаметр моей формы 23 см, а высота 4 см. Готовое тесто выкладываем в форму для запекания. Форму с тестом ставим в разогретую духовку до 180 градусов, запекаем примерно 50 минут. Во время выпечки запеканка увеличивается примерно в 2 раза, но из формы не выпадает. После остывания запеканка оседает, так и должно быть. Для красоты запеканку посыпаем сахарной пудрой. Творожная запеканка получилась очень нежная, сочная и в меру сладкая. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. На обед приготовим осенний суп-пюре из тыквы. Такой суп обязательно нужно приготовить осенью в сезон тыквы. Готовится он быстро и легко, а получается очень вкусным и ароматным. Сначала подготовим ингредиенты. 350 грамм картошки чистим и нарезаем небольшими кусками. Полкилограмма тыквы тоже чистим и нарезаем кусочками. 1 луковицу нарезаем кубиками. В кастрюлю наливаем немного растительного масла, кладем лук и обжариваем 2-3 минуты. Сюда кладем нарезанный кусочками картофель и тыкву. Все заливаем примерно 1 литром воды. Немного перемешиваем и варим примерно 10 минут после закипания под крышкой. Суп кипит уже 10 минут. Теперь в кастрюлю добавляем 3 столовые ложки промытой овсянки и солим по вкусу. Варим еще 5 минут. Суп почти готов. Снимаем его с огня и пюрируем погружным блендером до однородности. Также у меня на канале есть и другие варианты супов на каждый день. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Сюда же наливаем 100 мл сливок жирностью 10%. Насыпаем пол чайной ложки молотой сладкой паприки.
пол чайной ложки приправы карри и черный молотый перец. Все перемешиваем, ставим опять на плиту и варим еще 3 минуты, постоянно перемешивая, чтобы не пригорел. Такой суп обязательно подаем с сухариками. Для их приготовления берем 2 кусочка хлеба и нарезаем небольшими кубиками. Кубики хлеба кладем на сухую сковороду и обжариваем на небольшом огне, периодически перемешивая. Должны получиться румяные хрустящие сухарики. Готовый суп-пюре подаем на стол. Сверху посыпаем приготовленными сухариками. Тыквенный суп-пюре получился очень нежным, бархатистым и ароматным. Сухарики – это идеальное дополнение к этому супу. Очень рекомендую попробовать. Следующими приготовим жареные пирожки с 3 разными начинками. Пирожки по этому рецепту всегда получаются пышными и очень вкусными. Тесто готовится очень просто и готово к работе сразу же. Сначала приготовим начинки для пирожков. Делаем зажарку сразу же для 2 начинок. 2 крупные луковицы режем кубиками. Нарезанный лук кладем на раскаленную сковороду с подсолнечным маслом. Пока жарится лук, трем на крупной терке 2 морковки. К уже подзолотившемуся луку добавляем морковь. Все обжариваем до мягкости морковки. Делаем картофельную начинку. Полкилограмма очищенного картофеля нарезаем кубиками. Заливаем водой и ставим на огонь. Когда картофель закипит, добавляем в него соль и варим до готовности. Готовый картофель толчем в пюре. Для того, чтобы картошка получилась не сухая, добавляем немного воды, в которой она варилась. В пюре добавляем половину приготовленной зажарки. Все перчим и перемешиваем. Теперь приготовим гороховую начинку. Полстакана промытого и замоченного как минимум на 2 часа гороха заливаем 1,5 стаканами воды. Ставим на огонь и когда закипит, снимаем с него пену. Горох варим под крышкой на минимальном огне около 40 минут. Периодически заглядывайте, чтобы не выкипела вода. В готовый горох добавляем вторую половину зажарки. Солим и перчим. Все пюрируем погружным блендером. Готовим капустную начинку. Сперва делаем зажарку из 1 луковицы и 1 моркови. Пока готовится зажарка, шинкуем примерно полкилограмма капусты. Капусту кладем в уже готовую зажарку. Все солим. Перемешиваем и добавляем 1,5 стакана кипятка. Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне примерно 40 минут, периодически перемешивая. В конце капусту перчим и перемешиваем. Готовим дрожжевое заварное тесто. В миску измельчаем 30 грамм прессованных дрожжей или 10 грамм сухих. Сюда же добавляем столовую ложку сахара, чайную ложку соли и стакан теплой воды. Все перемешиваем до растворения дрожжей. В конце добавляем 3 столовые ложки подсолнечного масла. В отдельную миску высыпаем 650 грамм муки. В муку выливаем дрожжевую смесь. Немного перемешиваем и сюда же выливаем 200 мл кипятка. Сначала все перемешиваем ложкой, а затем руками. При необходимости в тесто добавляем еще немного муки. Тесто вымешиваем примерно 8 минут. Оно должно получиться мягким и немного липнущим к рукам. После замеса теста сразу же формируем пирожки. Тесту подходить не нужно. От теста отрываем небольшой кусок, скатываем его в колбаску и разделяем на кусочки. Из каждого кусочка теста скатываем шар и формируем лепешку. На каждую лепешку в центр кладем начинку. Края лепешки хорошо защипываем сверху. Подготовленные пирожки жарим на среднем огне в раскаленном подсолнечном масле. Масла должно быть столько, чтобы покрывать примерно половину пирожка. Пирожки жарим с 2 сторон до красивого золотистого цвета. У меня получилось примерно 40 пирожков. Пирожки получаются мягкими, пышными и очень вкусными. Обязательно их приготовьте, они улетают со стола как семечки. И на ужин приготовим необычный и очень вкусный салат из запеченных перцев.
800 грамм сладкого перца кладем на противень и ставим запекаться в духовку, раскаленную до 200 градусов. Запекаем перец приблизительно 20 минут. Пока запекается перец, делаем заправку для салата. Берем 2 небольших помидора и натираем их на мелкой терке. В протертые помидоры выдавливаем 2 зубчика чеснока через пресс. Добавляем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и 2 столовые ложки растительного масла. Все перемешиваем. Через некоторое время, когда перцы запекутся с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону. Готовые перцы горячими достаем из духовки и складываем в пакет. Пакет плотно завязываем и оставляем на 20 минут. Остывшие перцы очищаем от кожицы и семян. Теперь перцы нарезаем полосками и кладем в уже приготовленный маринад. Салат перемешиваем и выкладываем на тарелку, в которой будем подавать его на стол. Сверху салат украшаем листьями петрушки. Салат получился очень вкусным и полезным. Он станет отличным дополнением к мясным блюдам. Последними приготовим быстрые ленивые беляши на кефире. Такой быстрый и вкусный ужин можно приготовить для всей семьи всего лишь за полчаса. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Полкилограмма куриного филе и 1 луковицу среднего размера нарезаем большими кусочками. Подготовленное куриное мясо, лук и 1 зубчик чеснока пропускаем через мясорубку. Фарш перчим по вкусу и добавляем примерно пол чайной ложки соли. Все перемешиваем. Для теста берем 2 стакана теплого кефира температурой около 40 градусов. В кефир высыпаем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара и пол чайной ложки соды. Все перемешиваем. Сюда же добавляем 400 грамм муки в несколько подходов, после каждого обязательно перемешивая. Тесто должно получиться не жидким и медленно стекать с венчика. В тесто добавляем приготовленный фарш. Тесто с фаршем перемешиваем до однородности. Также на моем канале есть и другие меню на каждый день. Переходите по ссылке на экране или в описании под видео. Жарим беляши с 2 сторон на небольшом огне до готовности. Если огонь будет слишком большим, беляши не прожарятся в середине. Слой подсолнечного масла в сковороде должен быть приблизительно полсантиметра или чуть больше. Ленивые беляши получились румяными, очень вкусными и сытными, и что немаловажно, готовить их совсем недолго. Если вам понравился вариант такого меню на каждый день, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.